Здравствуй, мой дорогой зритель! Казалось бы, прошел уже почти месяц с момента выхода CS2 в ограниченный бета-тест, а мы до сих пор находим в ней намеки на будущее обновления. Помимо этого, в самой же старушке CSGO творятся очень странные вещи, ну а некоторые из ее предметов резко начали дорожать на торговой площадке. И обо всем этом мы поговорим в данном ролике, так что приготовили свои ушки, смотрим спонсора и погнали! И снова мы встречаем Hell Store, где, играя с реальными людьми, можно выбить неплохой скин. На выбор у вас 4 режима. Это классик, где скидываешь оружку в общак, и чем больше закинешь, тем выше шанс выигрыша. Coin Flip, где монеточка решает, кто из вас заберет весь куш. Колесо, в котором выбираешь ставку и ждешь прокрута. Или же новый краш, выбираешь значение, если шкала его пройдет, забираешь приз. А если тебе не понравился скин, то всегда можно его проапгрейдить. В Hell Store также можно выбить и приз дня, выполняя несложные задания. Ну а используя мой промокод при пополнении, можно получить $2 на баланс, так что не теряй времени и заходи на Hell Store. Ну что же, в ограниченном бета-тесте CS2, как в принципе и старушки CSGO, уже как 2 недели не выходит никаких обновлений. Интерес к инновации, предоставленной нам в 20-х числах марта, понемногу сходит, а некоторых даже немножечко раздражает. Тут в принципе и к гадалке не ходи, всего 2 представленных режима и всего 1 карта, которую игроки мучают уже почти месяц. Никогда не думал, что моя самая любимая карта в игре сможет надоесть даже мне. Но самое забавное, что долгий промежуток в обновлении меня нисколько не удивляет, аж до такой степени, что и подвязывать данную задержку с каким-либо событием не имеет смысла. Потому что хоть игроки и получили вполне играбельный билд CS2 в своих, скажем так, ограничениях, все, что выходит за пределы их, попросту недоработано и выглядит как набор своего рода концепций. Так как в файлах игры мы находили много интересных вещей. Взять даже, к примеру, анимацию плавания, о которой говорил в прошлых роликах. В файлах она есть, но на данный момент нифигашечки не используется и не работает. Точно так же, как и некоторые материалы для поверхностей и некоторые возможности по типу заранее дропнутого оружия на карте. Игра банально начинает вылетать при попытке использовать все это в игре. Поэтому и неудивительно, что такая длинная задержка. Возможно, разработчики хотят уже наконец-то в следующем обновлении дропнуть одну или несколько новых карт, но встретились с реальностью в виде того, что я только что сейчас вам поведал. Но, ребята, это лично мое мнение, которое у меня сложилось за все это время ковыряния новой CS2, так что не воспринимайте ее за истину, но держите это в уме. Ну а теперь же немножечко поговорим о новых утечках. Ну как о новых? Скинам на шокер, он же тазер или Зевс, скорее всего быть. И если ранее аргументом было, что скины добавят потому, что появилась анимация осмотра у данного предмета, то сейчас я выдам еще более весомый аргумент. У данного оружия появился атачмент для стат-трека. Ну а если простыми словами, теперь у шокера будет стат-трек. Это та самая хрень, которая считает ваше убийство с данного оружия. И судя по остальным данным, это будут просто скины без возможности клеить на него наклейки. И если опираться на предыдущий опыт разработчиков, то шокер, скорее всего, как и ножи, станет особым предметом в кейсе. Но опять же, сейчас идет новая эра, и все может быть иначе, что им мешает создать отдельный кейс со скинами, но только на шокер. Кстати, о ножах. Все вы помните, что в файлах игры находили упоминания о 2 новых – Кукри и Twin Blade. Если Кукри в игре нашелся аж целый набор, включая модельку с анимациями, то Twin Blade в файлах игры ограничился лишь изображением инвентаря и иконкой киллфида. И я решил, чем черт не шутит, воссоздать модель данного ножа по картинке, и вот что получилось. Я и раньше это проделывал в прошлом с будущими ножами, и результат при выходе данных ножей был максимально схож с моими вариантами. Так что я думаю, именно так он и будет выглядеть в игре. Ну и наконец-таки поговорим о старушечке CSGO. На самом деле, начиная с ограниченного бета-теста, в игре стала происходить очень странная дичь. Патрули пропали, торговая площадка, как и инвентарь игры, стал очень часто падать, дроп в конце игры зачастую стал не показываться, а игровые предметы и вовсе стали дорожать. Конечно, я вам не расскажу прям супер-пупер инсайдов. Понятное дело, что по какой-то причине сервера не выдерживают. Оттого-то идут все эти баги с инвентарем и отображением дропа. Но недавно я заметил интересную вещь. По ходу дела время хранения демок ваших игр на серверах Valve сократилось. Возможно, для того, чтобы снизить нагрузку на сервера. Но благодаря этому теперь теория о патруле, как вы понимаете, принимает новый окрас.
раз. Если кому-то интересно, я говорил о ней в своем прошлом ролике. Другая же интересная вещь связана с ростом цен на предметы. И поверьте, это связано не только с курсом доллара. Понятное дело, первая причина является новая CS2, потому что в ней некоторые из скинов стали выглядеть еще более красочно. А вот уже вторая причина, и, ребят, сразу скажу, это только теория, в том, что прошел слушок, что процент выпадания предметов в игре с выходом CS2 поменяется. И понятное дело, процент действительно поменяется. Но многие думают, что изменения будут более значительны, и касаться они будут кейсов, вышедшие до релиза CS2. Так что, друзья, относитесь к этой теории скептически. Но для себя я бы все же приберег несколько кейсов в инвентаре. Ну что же, на этом у меня все. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Всем пока и удачи!